Ман-Сити подпишет героя Евро-2024. Английский Манчестер Сити интересуется испанским вингером Атлетико Нико Уильямсом, сообщает издание Todo Fiches. По информации источника, горожане готовы заплатить за 22-летнего футболиста 62 миллиона евро, которые прописаны в его контракте как сумма отступных. И сейчас ждут лишь согласия самого игрока на переход. Отметим, что в этом сезоне футболист провел 37 матчей за клуб, забил 9 мячей и отдал 7 ассистов. Летом 2024 года он выиграл Евро в составе сборной Испании. Ранее также сообщалось, что Нико Уильямсом интересуется мадридский Реал. Дорогие зрители, а перед тем как мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подпишитесь на канал. Лидер Ромы досрочно завершил сезон. Важный игрок римской Ромы Пауло Дибала из-за повреждения больше не сыграет в текущем розыгрыше. По информации клуба, в ближайшие дни футболист перенесет операцию, чтобы ускорить процесс восстановления. Напомним, что в 29-м туре серии А в матче против Кальяри Пауло травмировал сухожилие левого бедра на 12-й минуте матча и не смог продолжить игру. Манчестер Юнайтед сообщил 4 игрокам, что они должны покинуть клуб. Каземиро, Кристиан Эриксон, Виктор Линделев и Джонни Эванс узнали, что тренерский штаб больше не заинтересован в их услугах. У троих последних футболистов заканчиваются контракты после этого сезона, поэтому они уйдут свободными агентами. Каземиро имеет соглашение до июня 2026 года и является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды. Он получает 21 миллион евро в год. Руководство Красных Дьяволов готово рассмотреть любые предложения, чтобы избавиться от полузащитника. Главным претендентом на бразильца считаются клубы из Саудовской Аравии. В текущем сезоне из-за непопадания в Лигу Чемпионов Манчестер понесет серьезные финансовые убытки и может рассмотреть также продажу других футболистов, чтобы компенсировать огромные расходы. Ливерпуль нашел интересную замену Ван Дейку. Нидерландский защитник миланского Интера Стефан де Врей привлекает внимание Ливерпуля, сообщает издание Fiches. По информации источника, 33-летний футболист рассматривается как замена Вирджилу ван Дейку, контракт которого с английским клубом иссякает уже этим летом. Пока не ясно, останется Вирджил или нет, но подписание Стефана, который летом также станет свободным агентом, рассматривается английским грандом как невероятная возможность компенсировать потерю лидера. Топовый тренер близок к возвращению в клуб своей жизни. Аргентинский тренер сборной США по футболу Маурисио Почеттино может вновь возглавить Тоттенхэм, сообщает Fiches. По информации источника, нынешний главный тренер команды Анже Постекоглу все ближе к тому, чтобы покинуть свой пост. Его будущее очень туманно, а результаты оставляют желать лучшего. Рассматривается возможность возвращения Маурисио, с которым шпоры выходили в финал Лиги Чемпионов. После 29 туров Тоттенхэм идет 14-м в АПЛ, имея в своем активе всего 34 очка. Сенсационный клуб АПЛ хочет перехватить звездного бомбардира у Реала. Английский Ноттингем Форест хочет подписать одного из лучших форвардов мира Виктора Гьокереша, ныне выступающего за Лиссабонский Спортинг в чемпионате Португалии. По информации издания Top Skills UK, представители английского клуба уже находятся в Португалии для обсуждения возможного трансфера. Никаких финансовых данных потенциального трансфера пока нет. Спортинг оценивает 26-летнего шведа в 75 миллионов евро. В этом сезоне Гьокереш забил 40 голов и отдал 10 ассистов в 41 матче. Ранее сообщалось, что в условиях Гьокереша также заинтересован мадридский Реал. Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Один из самых титулованных клубов Англии и Европы Манчестер Юнайтед интересуется звездой сборной Украины. По информации портала Todo Fiches, Красные Дьяволы рассматривают трансфер вингера Челси Михаила Мудрика. Главный тренер МЮ Рубен Амарим хочет обновить фланги атаки команды. Ему нравятся игровые качества украинца. Манчестер готовится предложить за Мудрика 40-50 миллионов евро, если украинец будет оправдан в допинговом скандале. Сам футболист не против изменений в своей футбольной карьере. Один из лучших вратарей мира может сменить клуб. Итальянский голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарума привлекает внимание миланского Интера, сообщает Fiches. По информации источника, 26-летний футболист рассматривается руководством итальянского гранда как замена Яну Сомеру. Его контракт с французским клубом истекает летом 2026 года, поэтому в случае серьезного предложения со стороны Нереадзури в Париже могли бы задуматься о продаже игрока.
Все бы ничего, но Донарума является воспитанником Милана и играл в его составе 5 лет, после чего перебрался в ПСЖ. Дерби Милана и Интера считается одним из принципиальнейших в Европе. Стала известна первая сборная, которая квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года в Америке, Канаде и Мексике. Сборная Японии победила Бахрейн со счетом 2-0 в матче 7-го тура квалификации чемпионата мира. Хозяева поля забивали благодаря голам полузащитника Кристал Пэлас Дэйти Камады, а также форварда Реала Соседада Такефуса Куба. Таким образом, сборная Японии, которая возглавляет турнирную таблицу своей группы в отборочном этапе чемпионата Азии, досрочно сумела выйти на мировой форум. Прошли первые матчи 1/4 финала Лиги наций. Сборная Хорватии по футболу неожиданно дома обыграла сборную Франции во главе с Мбаппе со счетом 2-0. За хорватов забивали Будимир и Перишич. Сборная Дании также сотворила сенсацию и минимально победила Португалию во главе с Роналду со счетом 1-0. Единственный гол забил нападающий Манчестера Хойлунд. Сборная Нидерландов десятером упустила победу над Испанией в матче Лиги наций. Команды сыграли в ничью 2-2. На голы Гакпа и Рейндерса испанцы ответили мячами Уильямса и Мерина. Последний вообще забил на 93-й минуте игры. И, наконец, в другом поединке Германия вырвала победу со счетом 2-1 у Италии на выезде. За итальянцев забил Тоннелли, за немцев забивали Кляндис и Грецка. Также отметим сенсационную победу сборной Украины над сборной Бельгии со счетом 3-1 в матче за право играть в дивизионе А Лиги наций. Украинцы, которые по ходу игры проигрывали 1-0 благодаря голу Лукаку, сумели переломить ход игры и выиграли матч, забивали Гуцуляк, Ванат и Забарный. Выиграла свой матч и сборная Грузии по футболу, которая на выезде разгромила сборную Армении со счетом 3-0. И это при том, что за грузинов не играл лидер команды Хвича Кварацхелия. Также отметим победу сборной Узбекистана к отборочному этапу на чемпионат мира. Узбекистан дома переиграл Киргизстан со счетом 1-0. Экс-легенда Манчестер Юнайтед и сборной Франции Патрис Эвра заявил, что Месси не выигрывал Кубок чемпионов мира в 2022 году. Вот что сказал француз. Франция не выигрывает трофей с 2018 года, но мы все знаем, что в 2022 никто, кроме Месси, не смог стать чемпионом мира. Все было решено заранее. Даже французы хотели, чтобы Лионель выиграл. Это был подарок для него. Все было подстроено. Месси незаслуженный чемпион, сказал легендарный Патрис Эвра. Дорогие зрители, а согласны ли вы с мнением Эвры? Напишите в комментариях под этим видео.